Sky News. Сегодня новости, завтра история. Эй, мой ник Let's Play, и ты наконец-то дождался. Во-первых, это ролик новостей по игре If Echoes. Во-вторых, сегодня я за кадром, что вообще-то мне было не свойственно в разделе If. А в-третьих, капсулер, я очень рад тебя видеть и добро пожаловать ко мне на канал. Лайк, подписка, колокольчик, догорает синий пончик, но обо всем по порядку. Сегодня в выпуске ты узнаешь, что за альянс Мяу и откуда он взялся, куда делись пилоты UF после дисбенда альянса, почему Редк переехал к Сайлентам, каким образом Миф удавалось оставаться вне войны, сколько капиталов было уничтожено в битве D4, что стримил Let's в телеграме If Echoes 7 апреля. Скажу сразу, этот ролик не увидел бы свет без сегодняшнего спонсора. Именно они постоянно меня пинали и поддерживали теплыми словами. Ладно, не только они, многие из вас, но сегодня мы респектуем корпорацию BBI. Blackbird Incorporated. Ой, Blackbird Incorporated. Вы можете их помнить по рекламе из моего 20-го выпуска. Ссылку для пересмотра я оставлю на экране. В тот раз реклама привела ребятам около 40 человек. И это сильно. А получился такой эффект не только и не столько потому, что мы с Лили очень постарались. Это получилось потому, что с ними действительно комфортно играть. Я бы мог бесконечно перечислять преимущества типа «своя территория», «огромный русскоязычный альянс», «блэкджек», но об этом говорит каждый. Лучше тебе самому зайти к ним в Discord и осмотреться. Ведь, возможно, это твое будущее лучшее место игры в If Echoes, капсулер. Все ссылки ищи под этим роликом. Открывает сегодняшний выпуск события не первой свежести, но первой важности. Альянсы Yes Please Continue и Boop Suddenly Fluff были замечены под единым новым тегом Meow Yes Please Boop. Имена лидеров нового альянса тебе давно уже известны – Хероин и Валкус. Шлю им пламенный привет. Гера, отдельное спасибо тебе за помощь с материалом к данному выпуску. Однако, ничто не вечно под луной, поэтому уже 1 апреля управляющая корпорация бывших Yes ВЛТ решила покинуть новоиспеченный альянс, о чем написала в своем дискорде. Вряд ли это шутка, ведь кто станет шутить о таком 1 апреля? Вот и я так думаю. Чтобы родилось новое, должно погибнуть что-то из старого. Альянс UF, который не раз появлялся у нас в выпусках новостей, расформирован 19 марта, а его мемберы перешли под тег корпорации UFCG и присоединились к альянсу SHH The Silent Alliance. Едва дослушав новость про UF, до тебя наконец дойдет и новость про объединение Yes и Boop. Нет, тебе не показалось, и да, ты меня спросишь. Let's, как же это произошло? Ведь между этими альянсами частенько возникали разногласия. Ты даже рассказывал об этом в одном из прошлых выпусков. Но у меня не было прошлых выпусков по Еве. Ну как же? Вспомни выпуск, за который тогда еще бупы на нас наехали, а BBI сбросили плюсы. А, это было в 23-м и 24-м выпусках, точно. Хорошо, капсулер, тогда мне придется рассказать тебе небольшую предысторию к тому, как два альянса пришли к одному тегу. Альянс Boop издавна проживал в регионе Фонтейн, который всегда был густо населен и пестрил разного калибра соседями. Здесь я отмечу корпорацию Редк и Альянс Миф, как действующих лиц нашего рассказа. Сколько я их помню, вечно задирали бупов и проявляли разного рода агрессию, за что нередко получали сдачи. Это была конкуренция за территорию, таково уж соседство в Еве, обычное дело. А потом пришла война, большая и затяжная война коалиции крабов и Федерации Сайлент. На протяжении полугода альянсы Boop и Yes нередко выступали на одной стороне и работали сообща. Доверие закаляется в битвах, вот и здесь такое тесное сотрудничество не могло пройти бесследно. Постепенно и пилоты, и руководство наших героев обзавелись надежными товарищами, женами и приятелями в рядах друг друга. Как мы знаем, у Федерации Silent весьма хороший онлайн в американский прайм-тайм, собственно, как и у мифов, а вот у крабов, напротив, не очень. Поэтому, как сообщает надежный источник, в ходе вышеупомянутой войны мифов старались не трогать, дабы не провоцировать их присоединиться к Федерации, что могло бы значительно усилить их прайм. А вот редков не жалели, ведь они как раз были на стороне Silent, по мнению краб-коалиции. Я мигом уточнил этот момент у стороны Silent и получил ответ. На тот момент Ред для нас были нейтралами, как и Миф.
Как-то раз Red уничтожили Т1 цитадель Альянса БУП в системе CN4. Но и это еще не все. Следом МИФ дропнули там свою. Событие было воспринято как верх наглости, и с тех пор Краб-коалиция, где состояли наши герои, начала проявлять больше агрессии. В одном из своих КТА, которое проходило 12 февраля, была захвачена цитадель оппонентов в системе 57 KJ. Заинтозили ее, кстати, наши сегодняшние спонсоры BBI. Да, орлы. И да, я не перестану их упоминать, они же спонсоры. Пожалуй, здесь же стоит рассказать еще об одной мелочи. Корпорация Red вскоре потеряла аж 14 капиталов, в которых въехал Бравл Сабкап флот Краб-коалиции. Да, боль. Но это вышло не без потерь. Не менее 300 кораблей Сабкап флота нападавших также были стерты с просторов космоса. Захваченная цитадель была разобрана до винтика и используется по сей день в качестве джампгейта. Название ей было дано «Рыжик Strikes Back». Ко мне на стол как раз подоспел перевод этого названия. «Рыжик стреляет в зад». Спасибо нашим переводчикам. Между прочим, это уже ритуал. Я про название, о котором я расскажу вам чуть позже. Не переключайтесь. В итоге редки уже как с месяца уехали из региона Фонтейн, передав все свои цитадели Альянсу МИФ. Тогда же 8 марта и образовался новый альянс Мяу, о котором наша новость. Краб-коалиция все росла, война продолжалась, и уже через неделю Федерация Сайлент внезапно начала выжигать свои регионы. Они буквально разобрали собственные цитадели в Деклине и Фейде до основания, и сейчас эти земли пустуют от клаймов. Живут Сайленты теперь в регионе Делф, вместе со своими новыми соседями и союзниками Red. Место было выбрано не случайно, ведь это отличный плацдарм для ведения войны с Краб-коалицией и стремительных атак на небезызвестный альянс космических коров или TSC, а точнее их китайскую часть. Они там первые на линии. Окончательный переезд Сайлентов был организован после 24 марта, а уничтожено своих цитаделей было более 60 штук. Жил-был пес, Рыжиком звали. Умный был. Цитадели захватывал, да своим именем называл. У Рыжика появилась традиция захватывать цитадели врага, называть ее или ее части на тему своего имени, и через считанные недели регион, в котором цитадель стоит, буквально покорялся армии Рыжика. Сработало уже 3 раза, а именно в Бренче, Тинале и Фонтане. Такие и не только такие дела вас ждут в BBI. Вступай к спонсору сегодняшнего выпуска. Вступай в BBI! Вступай в BBI! Продолжает наш сегодняшний доклад самая дорогая и масштабная по размерам кораблей и вложенных в них средств битва за последние полгода. А может и за все время существования игры. В любом случае судить об этом не мне, а знатокам в комментариях под этим роликом. Обязательно напишите, что вы об этом думаете. 5 апреля состоялась кровавая вечеринка-мясорубка в системе D4KU региона Quarius. На события были приглашены коалиция Crab Company и Федерация Silent. Битва проходила при среднем локале системы в 500 пилотов. Примерная стоимость потерь Федерации оценивается в $20 800 или 2,3 триллиона ИС или 1 миллион 700 тысяч рублей. Сначала нападающая сторона, коалиция Разл-Дазл, куда вошли Сайленты, Редк и другие, запрыгнули в систему и уничтожили цитадель Краб-коалиции. А затем завязался бой, который продлился около 3 часов. В итоге защитниками системы было уничтожено 37 капитальных кораблей объединенного флота Разл-Дазл, 6 из которых были кап-логистами, а еще один фракционной карой. Пока что Федерация Сайлент и их союзники не спешат ввязываться в бои, которые могут пройти не на их условиях. Об этом свидетельствует еще одна заварушка, случившаяся 7 апреля. Между прочим, там я присутствовал лично и тестировал прямую трансляцию в наш Телеграм. Тестирование удалось, а чтобы не пропустить подобную движуху, подписывайся туда снова. Этот блог пусть и не так часто, как раньше, но все же радует и будет радовать тебя новостями. Плюс там я буду размещать важную для моих подписчиков информацию, ведь не ровен час, как YouTube может уйти в небытие. Ссылка на Telegram по мобильной Еве ждет тебя под этим видео. И вообще, капсулер, чаще заглядывай в описание к моим видео. Помимо полезности там бывают еще и приятности. Например, там же ты найдешь ссылки и реквизиты для того, чтобы выразить свою благодарность за мои старания материально. Я ведь уже как несколько месяцев full-time блогер. Мечта становится явью благодаря вашей поддержке. Спасибо, ребята. Итак, 7 апреля
апреля, регион Делф, подходит время таймеров цитадели Альянса TSC. Я аккуратно пробираюсь на своей диверсионной пробке в систему NIT, которая граничит с регионом Делф. А потом вспоминаю, это же лоу-сек, какая к черту осторожность. Смешно, но я реально залетел туда в клоки и вел себя, будто безопасность системы ниже нуля. Остается надеяться, что никто этого не заметил. А нет, я же стримил. Видели, посмеялись. Между прочим, ко мне на стрим залетел Old Dwarf, или как вы его можете помнить, Адеква. Я был несказанно удивлен и рад, поэтому передаем ему большущий привет. Ведь многие из нас буквально учились играть в мобильную Еву по его роликам. Затем я огляделся и заметил, как формился флот Сайлентов. Локал был около 400 пилотов. Немало, скажу я вам, для 2023 года. Но, как сообщает представитель Федерации, их флот в тот день насчитывал 230 пилотов. Значит, не весь локал был за ними. Понаблюдав какое-то время, я решил сменить позицию. Сделав дугу по лоу-секам, мой корабль прибыл в систему Сахт. Это еще один вход в Делф. А вот и крабы. Пролетаю дальше несколько систем, возвращаюсь и фиксирую. Обнаружено не менее 800 пилотов. Позже очевидцы доложили, что там была вся 1000. Как сообщает представитель Федерации Silent, увидев четырехкратное преимущество оппонентов, ими было принято решение отложить запланированное наступление. Как сообщает представитель крабов, их цели были достигнуты, таймеры задефаны. А я добавлю, что часть пилотов Федерации перепрыгнули на перехватчики и жадно, мастерски начали откусывать то тут, то там сочные мясные куски от мегафлота крабов, который растянулся на несколько систем. А может, это был план, и его растянули. Далее представитель Федерации добавил, что в тот вечер их Цептофлот настрелял крабских кораблей на 106 миллиардов иск, а потерял лишь 7. Таким образом, я провел в космосе несколько увлекательных часов своей жизни и тряхнул стариной, добывая новости для вас. И снова чуть всю славу себе не забрал. В полях также работал для вас мой специальный корреспондент Джаггер Драстер. Пока я развиваюсь в других играх и проектах, мне весьма сложно собирать контент в Еве. Поэтому не забывайте, не ленитесь, не стесняйтесь присылать новости мне в Discord. Ссылка на мой Discord вместе с остальными вышеупомянутыми ссылками уже ждет не дождется тебя под этим видео. Мне каждая история ценна. Спасибо за просмотр.